Наш день начался со стада верблюдов на водопое. Верблюд может обходиться без пищи до 60 дней и до месяца без воды. В его горбах находится запас жира, который преобразуется в питательные вещества. Говорят, что на водопое верблюд может выпить до 100 литров воды за один раз. Недалеко от Самона Баян-Або стоит завод, на котором происходит добыча медно-золотой руды и ее обогащение. Руду добывают как открытым, так и закрытым способом, в зависимости от глубины пласта. Концентрат на автомобилях гонят в Китай. Можно отдохнуть в тени ивовой рощи. Здесь мы устроили полуденный привал. В горах возле Самона Ханбогт, в восточной части южно-габийского аймака, расположен монастырь Демчигин-Хейт. Он был построен в 17 веке. Первые его 3 храма были широко известны под названием «Три габийских дугана» у горы Галба. Легенда говорит о том, что Данзан Равжа встретил змею во время одной из своих медитаций, 7 дней кормил ее и после приказал отвести ее к горе Галба, сказав, что эта змея – хозяйка горы. Затем приехал сюда сам и после строительства храмов совершил обряд очищения от порчи и злых сил. В монастыре проживало до 30 лам. Храмы были разрушены в 40-х годах прошлого века. Сейчас монастырь активно восстанавливается. Об этом рассказывает текст на старомонгольском языке, размещенный на стеле. При входе можно видеть молитвенные барабаны хурде. Храм украшен молитвенными флагами цветов 5 стихий. Они должны находиться в человеке в равновесии, для того, чтобы у него было здоровье и благополучие. Алтарь. Пирамидки Цаца, такие же, как в пещере. В задней части двора располагаются священные ступы – субурганы. Это сооружения, символизирующие просветленный ум Будды. Они повторяют модель мироздания. Исторически они ведут свое происхождение от курганов. Раньше могли использоваться как места для погребения или хранения реликвий. Сейчас это памятники в честь какого-либо события. Часто рядом со ступами ставят доски для простирания. Это практика поклонения, когда верующий принижает свое тело и визуализирует образы святых, очищая свою карму. В монастыре Демчигин-Хейт живут кашемировые козлята, которые не прочь познакомиться с проезжающими. До самого Самона Ханбогт пришлось пробираться по большому скальному полю. Дорога есть, но не очень подходит для нашего автомобиля. Тут гораздо удобнее было бы проскочить на небольшом китайском мотоцикле. Иногда приходилось выходить и помогать Сергею не свалиться с кручи. Но мы осилили этот участок, проехали селение,
а дальше началась песчаная буря. Да такая сильная, что идти пришлось буквально по приборам. Нужно сказать, что это довольно серьезное погодное явление. Песчинки чувствительно ударяют по коже, и без очков и защиты какого-либо платка оказаться на открытом месте довольно неприятно. Это при почти нулевой видимости. Камера GoPro, которая висела на бампере автомобиля, была в защитном чехле, и к концу дня стекло все было сплошь в мелких выщербинах. Примерно то же происходит со всеми поверхностями. Все монгольские автомобили подвергаются пескоструйной обработке. Животные в такой буре теряют ориентацию. По пути нам попалось несколько перепуганных куланов. Но, наконец, мы перебрались через песчаный участок, встали на ночлег в ущелье, а буря утихла. Уже стемнело, мы только что поставили палатку. Сегодня долго ехали. Впереди вот там вот за этими деревьями, там ничего нету. Очень далеко, километров 60, наверное. Только газели бегают. И лошади Пржевальского. Луна вот висит. От нее тень ночью. И людей нету. Здесь, правда, за горой зато монастырь стоит. Не очень далеко. Сегодня люди есть. Вчера не было совсем. Ветер ослаб. Можно насладиться тишиной немножечко. Ветерок теплый. По сравнению с тем, что было, очень хорошо. Утром ничего не напоминало о вчерашней буре. Мы собрали лагерь и поехали в монастырь Улги-Хид. В самом центре пустыни, не обозначенный на картах достопримечательностей, у подножья горы лежат развалины этого древнего монастыря. Это самый крупный монастырь в Южном Гоби. В 1650 году здесь проживало до 2000 лам. Теперь большую часть территории занимают руины. От больших храмов остались лишь фрагменты стен. Сейчас монастырь восстанавливается. Уже возведены новые ворота со стороны входа, комплекс памятных урн и молитвенных барабанов. Улги-Хид был одним из крупнейших монастырей на юге Монголии. В 17 веке здесь проживало до 2000 лам. Долгое время он был заброшен, а сейчас частично восстановлен. И является популярным объектом для туристов и паломников. Недалеко от восстановленного и ныне действующего храма есть небольшая пещера, в которой хранятся реликвии. Одежда последнего отшельника, статуэтка Будды и приношения. Пока мы летали, пришли местные посмотреть на наш коптер. Народу в монастыре живет немного. Как я понял, в основном ходят по руинам и раскапывают старинные украшения, из которых потом выплавляют кольца на продажу. Местный лама оказался мастером на все руки и помог нам подварить бак.
На территории есть небольшой садик из окаменелых стволов деревьев, которые находят неподалеку от монастыря. Окаменелости также можно приобрести по сходной цене. В самых глухих уголках пустынных районов обитают куланы. Их отличительная особенность – непропорционально большая голова с длинными ослиными ушами. Лошади живут небольшими стадами и не подпускают к себе людей больше, чем на несколько километров. При малейшем подозрении на опасность удаляются спешной рысью, переходящей в галоп. И хотя есть свидетельства об одомашнивании куланов в древности, пока никому не удалось приручить хотя бы одного. Они очень осторожны. Нам пришлось полуползком огибать холмы с подветренной стороны, чтобы как-то приблизиться и снять этих пугливых животных на длиннофокусный объектив. Бегают они очень бодро. Дрон едва смог нагнать убегающую стаю. В общем, это и не удивительно. Животных массово истребляют браконьеры и местные жители. Охранный статус этого вида оценивается как находящийся под угрозой исчезновения. Пока мы охотились за куланами, успели повстречать не менее пугливых джейранов. А это журавль-красавка. Про них я уже рассказывал. К вечеру похолодало. С 37 градусов днем температура упала до плюс 15. Пошел дождь. Утро 20 мая было довольно прохладным после вчерашней 40-градусной жары. Сейчас, наверное, градусов 10. Ветер очень холодный. Мы спустились поближе к скалам. Каждый раз поражаешься разнообразию и красоте монгольского ландшафта. Вдалеке виднелся угольный карьер. Весь этот день мы провели в пути на Улан-Батор и почти не снимали. Иногда вместо этого я подменял Сергея за штурвалом нашего авто. Проблема мусорного загрязнения не чужда и Монголии. В Аймаке-Мондолговь мы наблюдали такую мусорную свалку. По таким внезапным перекресткам мы въезжали в столицу. На въезде заплатили 1000 тугриков. Друзья, я очень рад, что вы досмотрели этот ролик до конца. Для самых активных зрителей мы приготовили памятные подарки. Это подкова, которую я нашел на развалинах монастыря в первой серии, и 2 купюры монгольских тугров. Пожалуйста, пишите ваши комментарии и задавайте вопросы о путешествии. Мы всегда отвечаем. Поддержите видео лайком и не забудьте подписаться на канал. До следующей серии.